Добрый день, дамы и господа. Мы продолжаем слушать и читать английский язык на уровне А2. Сегодня я вам расскажу историю про нефть. Начинаем. Нефть– это основа многих привычных вещей вокруг нас. Мы каждый день используем прозрачные пластиковые бутылки. Весь этот пластик сделан из обычной сырой нефти. Наши домашние телефоны и компьютеры содержат пластик. Наша одежда содержит синтетические нити. Эти нити из нейлона и полиэстера делают из нефти. Такая одежда очень прочная и почти не мнется. Дети играют в разные пластиковые игрушки. Все эти конструкторы и куклы начинались как черная жидкость. Весь транспорт сегодня полностью зависит от нефти. Легковые автомобили едут на бензине. Тяжелые грузовики используют дизельное топливо. Самолеты летают на специальном авиационном керосине. Огромные морские корабли сжигают в своих двигателях густой мазут. Нефть называют черным золотом за ее огромную ценность. Но в древности люди совсем не знали этих способов. Сначала нефть была для человека просто темной грязью. Многие люди думают, что нефть– это остатки древних динозавров. На самом деле это не совсем так. Миллионы лет назад в океанах жили миллиарды мелких организмов. Это были микроскопические водоросли и планктон. Когда они погибали, их остатки оседали на морское дно. Сверху их засыпало толстыми слоями песка, ила и глины. Глубоко под землей не было кислорода, и было очень жарко. Под огромным давлением вся эта органика начала медленно меняться. Природа работала как гигантская и очень медленная кухня. За миллионы лет остатки планктона превратились в маслянистую жидкость. Ученые называют эту жидкость смесью углеводородов. По сути, нефть– это энергия древнего Солнца, запасенная в камне. Нефть не хранится под землей в виде огромных открытых озер. Она прячется внутри твердых камней, которые похожи на губку. В этих камнях есть миллиарды крошечных пор и пустот. Именно там, под большим давлением, находится черное золото. Легкая нефть жидкая, как вода, а тяжелая, густая, как мед. Сегодня мы используем энергию, которую природа копила эпохами. Поэтому запасы нефти на планете ограничены и не бесконечны. Чтобы создать новую каплю нефти, Земле понадобится миллионы лет. Раньше люди не умели бурить глубокие скважины. Нефть сама выходила на поверхность Земли. Она текла черными ручьями и образовывала вязкие озера. Это часто происходило на землях древней Месопотамии. Жители называли эту массу природным битумом. Битум стал первым в истории человека надежным клеем. Им скрепляли камни и кирпичи при возведении высоких стен. Вавилонские строители использовали нефть для защиты своих зданий. Слой смолы защищал дерево от воды и гниения. Это позволяло жителям Месопотамии строить прочные лодки и большие корабли. На другом конце света, в Америке, индейцы также использовали природную нефть. Они собирали ее с поверхности озер и заделывали щели в своих каноэ. Это делало их водонепроницаемыми. Так нефть помогла человеку строить первые дома и плавать. Долгое время нефть считали редким лекарственным средством. Врачи на Востоке пытались лечить ею глубокие раны.
Они мазали нефтью кожу для заживления ожогов и порезов. Лекари пробовали лечить ею старые боли в суставах, но это всегда приводило к очень тяжелым отравлениям. У человека сразу росла температура и начиналась рвота. В VIII веке арабский город Багдад стал центром мира. Там появились первые в истории установки для переработки. Ученые Багдада использовали перегонные кубы для нагрева нефти. При сильном нагреве в сосудах нефть разделялась на части. Легкие и прозрачные масла люди использовали для освещения. Они наливали эти масла в специальные лампы в домах. Такие лампы горели дольше и ярче обычных свечей. Тяжелый остаток нефти после долгого нагрева называли гудроном. Жители Багдада нашли гудрону очень важное применение. Они начали покрывать им главные городские дороги. Гудрон защищал улицы от разрушений и лишней пыли. Это был первый пример использования прообраза асфальта. Нефть для этих целей возили караванами из района Баку. Уже тогда Баку славился своими нефтяными источниками. Военные быстро оценили горючую силу нефти. Из нее начали делать первые в мире зажигательные бомбы. Это были небольшие керамические горшки с сырой нефтью. В горшок вставляли фитиль и поджигали его перед броском. Такой нефтяной огонь было невозможно потушить простой водой. Это делало нефтяное оружие очень эффективным и страшным. Позже Византия создала знаменитый греческий огонь. На военных кораблях стояли специальные медные трубы. Эти трубы под давлением выбрасывали струю пламени. Флот врага сгорал прямо на воде за несколько минут. Византийцы хранили секреты этого огня сотни лет. Индейцы в Америке использовали густую нефть как основу для красок. Воины племени делали из нее стойкую боевую раскраску. Эта черная краска была очень прочной и не смывалась. До середины XIX века свет в домах был роскошью. Люди использовали для ламп жир огромных морских китов. Охота на китов была очень опасным, но прибыльным бизнесом. Сотни кораблей уходили в море ради добычи китового жира. К 1850 году киты в Мировом океане начали быстро исчезать. Животных убивали слишком много и слишком быстро. Миру срочно требовался новый источник дешевой энергии. Решение проблемы нашел исследователь Абрахам Геснер. Он проводил опыты по нагреву и перегонке черной нефти. В итоге Геснер получил чистую жидкость и назвал ее керосином. Керосин горел ровным пламенем и стоил гораздо дешевле. Люди начали массово покупать новые керосиновые лампы. Благодаря нефти массовое убийство китов полностью прекратилось. Спрос на керосин вызвал рост мировой добычи сырья. Первая промышленная скважина появилась в Америке, в штате Пенсильвания. Обычный фермер начал бурить землю и нашел нефть. Тысячи людей сразу поехали туда ради нефтяной лихорадки. Все хотели быстро разбогатеть на добыче черного золота. Тогда же возник мировой стандарт измерения нефти – баррель. Нефть возили в обычных бочках из-под рыбы или сахара. Объем такой бочки составлял 159 литров. Этот стандарт баррель мы используем до сих пор. Самым влиятельным нефтяником стал американец Джон Рокфеллер. Он основал знаменитую компанию под названием Standard Oil. Рокфеллер был очень строгим и расчетливым бизнесменом.
Он быстро понял одну очень важную и хитрую вещь. Выгоднее владеть не самой добычей, а доставкой нефти. Он захватил контроль над всеми железными дорогами страны. Другие компании были вынуждены платить ему огромные деньги за доставку. Так Джон Рокфеллер стал самым богатым человеком в истории. В Российской империи нефтяной бизнес развивали братья Нобель. Они выбрали для работы район города Баку на Каспии. Роберт и Людвиг Нобели были талантливыми инженерами. В 1879 году они открыли свою большую нефтяную компанию. Нобели полностью изменили способ перевозки нефти. Раньше нефть возили в маленьких бочках на деревянных телегах. Это было слишком медленно и стоило больших денег. Людвиг Нобель спроектировал первый в мире стальной танкер. Корабль «Зороастр» перевозил нефть прямо внутри своего корпуса. Также Нобели построили первые в России железные нефтепроводы. Они создали специальные вагоны-цистерны для поездов. Благодаря им керосин стал доступен жителям самых далеких деревень. Братья Нобель всегда приглашали на заводы лучших ученых. Главным их научным консультантом стал Дмитрий Менделеев. Менделеев посвятил изучению нефти много лет своей жизни. Он первым в мире понял настоящую ценность этого ресурса. Менделеев считал нефть основой всей будущей химической науки. Он строго запрещал просто сжигать сырую нефть в печах. Ученый сравнивал это со сжиганием дорогих бумажных денег. Он говорил, что из нефти нужно делать ценные материалы. Он призывал инженеров создавать новые двигатели на нефти. Ученый верил, что энергия нефти спасет города от грязи. Он предвидел появление пластика, который заменит дерево и кость. Менделеев заложил основы всей современной нефтехимии. Над созданием новых двигателей работал инженер Рудольф Дизель. Он хотел создать очень мощный и экономичный двигатель. В 1897 году Дизель представил свой первый уникальный двигатель. Топливо в его моторе загоралось от очень сильного сжатия. Этот надежный мотор назвали в честь изобретателя – дизелем. Дизельное топливо было тяжелее и дешевле обычного бензина. Сначала такие мощные моторы ставили на военные корабли. Позже дизель стали массово использовать в тяжелых грузовиках. Этот двигатель позволяет перевозить товары на тысячи километров. Дизельный мотор стал сердцем всех фермерских тракторов и комбайнов. Американец Генри Форд решил создать первый народный автомобиль. Раньше все машины собирали вручную в маленьких мастерских. Они стоили огромных денег и были игрушками для богачей. Генри Форд первым внедрил на своем заводе систему конвейера. Теперь рабочие собирали машины быстро и огромными партиями. В 1908 году Форд выпустил легендарную черную модель Т. Для работы этих легких машин потребовалось много бензина. Раньше бензин считали мусором и часто просто уничтожали. Теперь он мгновенно стал самым нужным товаром на земле. Автомобили Форда за 10 лет вытеснили всех лошадей. Проблема навоза и грязи на улицах была полностью решена. Но мир попал в зависимость от нефти. В 20 веке нефть стала главной силой всех армий. Первая мировая война показала решающее значение топлива. Солдаты пересели с живых коней на железные танки. В небе появились тысячи военных самолетов на бензине. Британский лидер Уинстон Черчилль перевел весь флот на нефть. Корабли на нефти стали гораздо быстрее
и сильнее кораблей на угле. Вторая мировая война была настоящей битвой за скважины. Германия пыталась любой ценой захватить нефтяные поля Кавказа. Япония напала на США именно из-за нехватки горючего. Победа в войне напрямую зависела от количества бензина. Миром правит тот, у кого есть нефть. За последние 100 лет нефть полностью изменила облик нашей планеты. Она позволила человеку летать в космос и кормить миллиарды людей. Без нефтяных удобрений мы не смогли бы вырастить столько еды. Без пластика медицина не стала бы такой стерильной и точной. Нефть дала нам невероятную скорость и комфорт в каждом доме. Мы привыкли, что энергия всегда доступна по одному нажатию кнопки. Но запасы этого ресурса конечны. Человечество начинает новый большой путь к другим источникам силы. Мы учимся использовать энергию ветра, солнца и мирного атома. Мы использовали черное золото, чтобы построить современный мир. Теперь наша задача – сохранить этот мир для тех, кто придет после нас. Нефть выполнила свою главную роль в истории нашего общего прогресса. Друзья, история черного золота на этом не заканчивается. Я благодарю вас за то, что досмотрели этот выпуск до конца. Если вы узнали сегодня что-то новое и полезное, поставьте лайк. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить продолжение. Посмотрите другие наши выпуски об открытиях, которые изменили мир. Напишите в комментариях, о каком ресурсе нам стоит рассказать в следующий раз. Желаю всем успехов в делах и до новых встреч на нашем канале.